Приветствую вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Вы попросили рассказать снова же, те, кто с нами только познакомился, как мы квасим капусту. Я сразу же, сегодня у нас 16 сентября 2021 года, это время Козерога, утро, и я решила заквасить капусту с яблоками. Как я это делаю? У нас небольшая емкость, мы на 20 литров сделаем. Увидите дальше, как мы это все будем делать. Квасим капусту с такого расчета. Вот у меня 10 килограммов капусты, 1 килограмм морковочки. Сразу по дороге у нас яблоки 3. Это Golden Duchess. Обязательно вот именно эти яблоки я уже помыла. Килограмм моркови на 10 килограммов капусты. Вот это у меня же просто еще от родителей остался этот рецепт. И у меня 250 граммов соли, крупной вот этой, не мелкая, вот, которую продают, никаких добавок, ничего, обычная каменная должна быть соль. И еще у нас обязательно, это снова же по вкусу, мне очень нравится еще немножко черного перчика добавить и лавровый лист. Обязательно, вот как родители делали, так и я буду делать. Буквально несколько листиков уже в верхней части, но сейчас буду объяснять, рассказывать, что я буду делать по порядку. Для начала мы очищаем всю капусту и будем ее шинковать. Шинкуем капусту, у нас вот такая есть шинковочка, потихонечку выбираем себе нужную ширину. Вот так вот получается. Видите, какая красота получается. И так мы всю капусту в таз сейчас перешинкуем, нарежем. А теперь надо обязательно морковь на крупную вот терочку тоже измельчаю ее. То есть натираю всю эту морковочку. Должна быть тоже. Вообще должны быть продукты свежие, сочные. Тогда не надо будет добавлять никаких рассолов. Если же у вас капуста уже постояла хорошо, и вы собрали в сухой период, то есть в знак стихии воздуха, то, естественно, возможно использовать и рассол. Но для рассола, естественно, надо будет соль растворять в рассоле и заливать. Но остается снова же такой же рецепт на это количество. Итак, часть капусты уже нашинковала и натерла на терку морковь. Сколько брать? Вот немного. Я просто вот так уже отработана. И из этой соли тоже беру немного. Надо так, чтобы распределить, чтобы на все 10 килограмм хватило. И перемешиваю. Достаточно. Если больше моркови будет, будет более оранжевая капуста. Да вот как мама делала, так и я делаю. Мама, папа это все вместе делали. Просто это был целый праздник. Церемония. Кстати, они тоже квасили капусту почему-то в тельце. Как-то вот подбирали день. Вот. А теперь я перемешиваю. И после перемешки такой вот так делаю. Папа делал, у него руки сильные были. Вот. Ой, какой запах сейчас. Она быстрее пустит сок, эта капусточка. Вот так вот. Вот это быстрая закваска будет. Главное, чтобы сок был. Тогда она будет очень вкусная. Итак, капуста практически уже сок есть. Отлично, свежая, срезанная в Козероге, на растущей луне. В принципе, капуста, главное, чтобы свежая была. Ну, а теперь берем бочечку и будем начинать закладку в бочечку нашей капусточки.
и яблок. Ну что, я раньше большими бочками квасила капусту, а сейчас вот на 20 литров. И лучше на 20 литров всегда свеженькую делать. Снова же благодарю вас, зрители, что вы вот такую подсказку даете. И каждый месяц мы делаем вот этот агрогороскоп и квасим свежую капусточку. В данном случае, что я делаю? Я на дно выкладываю капусточку. Вот такой слой небольшой. Вот так. И теперь яблоки Golden Duchess. Вот это самое любимое мое яблоко с капустой. Если нет, то семеринка. Но семеринку еще не собирают. А вот эти яблока как раз уже есть. И вот целый ряд я закладываю. Помытые яблочки, конечно же. Чистенькие. И вот слой яблок. Вот этот аромат должен быть у капусты. Так как яблоки дольше квасятся, я их на дно выкладываю. Пока мы дойдем до дна, яблоки тоже заквасятся. Потому что мы очень любим эти яблоки именно с капустой. Самые вкусные яблоки именно с капустой. Так, и теперь, смотрите, уже сок пошел. Видите, как хорошо? Очень хорошо. Ну, а теперь слой капусточки отправляем сюда, в бочечку. Какие же вы молодцы, что вы каждый месяц квасите капусту. Ну, нам хватит чуть-чуть больше, чем на месяц. Благодарю вас. А сейчас я вам расскажу о гороскопе заквашения капусты на октябрь месяц 2021 года. Агрогороскоп квашения капусты в октябре 2021 года. Время московское. Первый хороший период, замечательный, будет при растущей луне в знаке Козерог. 11 октября начинается с 21 часа вечера и до конца суток. 12 октября все 24 часа. 13 октября с 0 часов и только до 17 часов. Замечательный большой период, но не меньше такой же период будет у нас при убывающей луне в знаке Телец. Супер период 21 октября. Все 24 часа можно квасить капусту. 22 октября все тоже 24 часа. Ну а 23-го вдруг не успели, можно это важное дело сделать с 0 часов и только до 8 часов утра. Ну вот яблочки первый слой сложила и еще один слой. У меня как раз получится в течение месяца, когда она будет готовиться, капуста. Ну вот 3 килограмма, просто уже знаю, что мне столько хватит. И далее до верха уже будет капусточка. Ну а перед самим верхом я уже тогда лаврушечку и перчик поставлю. Ну а дальше снова же стрижем, шинкуем капусту и закладываем. Знаете, с яблоками настолько ароматная капуста получается. Уже многие, кто наши рецепты использовали, всегда благодарят, насколько вкусно. Если небольшое количество, вы можете даже порезать яблочки. Но нам нет необходимости. Я знаю, что за месяц-полтора они будут готовы, пока мы дойдем до них. Вот. А в следующем уже, в следующей бочечке мы еще туда добавим больше чуть-чуть яблок и капусты. Ну вот так вот до верха мы пока вот далее готовим капусту, шинкуем. Мешаем с морковочкой, солью и укладываем в бочечку. Вы увидели уже календарь на ноябрь, на октябрь месяц, на ноябрь будет позже. Кстати, в сентябре, до конца сентября есть тоже очень хорошие периоды. Сделаю сноску. Внизу под видео вы можете увидеть, когда еще в сентябре можно будет квасить капусту. Итак, последний завершающий штрих. Вот из 10 килограммов. Еще соли. У меня немножко осталось соли. Я всегда 250 грамм себе заготавливаю. Но вот смотрю, что мне хватило на этот раз 200 граммов. 50 грамм осталось. Так что просто-напросто уже 10 килограмм капусты было, но отходы были корешочки, очерышки. Вот поэтому у меня и остаток. Так что я уже буду знать, что у меня на 20-литровую пойдет 200 граммов соли. Почему я сейчас вот именно лаврушечку и черный перчик? Это в первую очередь будет собираться эта капуста и идти на кухню. Мне очень нравится вот этот аромат, который дает лавровый лист и черный именно перчик. Вот этот горошком. Очень вкусно и ароматно. Капуста изумительная.
Ну вот, теперь можно уже эту капусточку отправлять в бочечку. Кстати, сразу же отвечая на вопросы, некоторые говорят, что много моркови плохо. Морковь нам нравится. Можете уменьшить количество моркови. Это не так страшно и не столько значимо. Вот я оставляю, смотрите, место для того, чтобы получилось у меня... Здесь еще надо будет установить гнет. Сейчас я это все покажу, как я это буду делать. И обязательно нужно вот это... Можно было бы еще, но будет течь, поэтому рассол не должен вытекать. Очень хорошенько вот так вот нужно капусточку всю вот так придавить. Ну, остается еще буквально одно действие, и сейчас мы его сделаем. Завершающий этап, это нужно обязательно укрыть. Вот я сюда эмалированную крышку, она мне сюда подходит. Сейчас сначала ткань обязательно нужно выкладывать. Она у нас будет сейчас в тепле пару дней находиться. И вот эти пенка подниматься. Вот так вот. Теперь вот крышечкой. Вот так вот. Ну и новый пакет, но я его переверну краской внутрь. Вот так. И вот хоть я и помыла 6-литровый вот этот бутыль. Вот, это очень хорошо. И вот таким образом оставляем квасить капусточку в тепле 3 дня. Ну, а затем будем наблюдать, как уже будет готовность. Занесем уже в холодное помещение. Раиса Гречана и Александр Волик подготовили сегодня себе первую закваску капусточки с яблочками. И поделились рецептом с вами. Напоминаю, 10 килограмм капусты, килограмм моркови, 200 грамм у меня ушло соли, крупная каменная, и 3 пошло килограмма яблок Golden Duchess. И, естественно, где-то 10 горошин перчика черного и 4 лавровых листика. Вот такой. И емкость у меня здесь на 20 литров. Но обязательно нужно, чтобы не вытекало. У нас будет кваситься капуста, будет сок подеваться, чтобы не вытекало. Вот мы в эту емкость и подготовили нашу капусту. Прощаемся с вами до следующей встречи на нашем канале.